Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Учитывая ваши пожелания, сегодня видео необычное будет, в котором мы будем сравнивать Rex Ambassador, который мне с каждым разом все больше и больше нравится, несмотря на отдельные комментарии моих подписчиков. Ну и Rockwell 6S. Хотя согласен с некоторыми товарищами, которые говорят, как их сравнивать-то вообще. Мало того, что у них ценник разный, так еще. Ну ладно, да, хорошо их объединяет то, что у них обоих изменяемая агрессивность реза. Но если Rex Ambassador вы просто взяли и как бы тут же, не отходя от кассы, изменили агрессивность, то с Rockwell придется все-таки повозиться, то есть перекидывать плиты. Ну и плюс все-таки разные станки, разные. Я думаю, по ходу пьесы вместе будем с вами на эту тему разбираться. Вы пока идите на крупный план, смотрите, что там да как. Ну а я начинаю подготовку. Догоните. Наши станки на сегодня, парни. В левом углу у нас Rex Ambassador, в правом Rockwell 6S из нержавеющей стали. В комплекте 3 плиты от единицы до шестерки. Здесь регулируемый станок, в комплекте ничего нет. Разная стоимость точно так же. Здесь колеблется 100-120 баксов, здесь 250. Недостатки этого станка мы разобрали уже в предыдущем обзоре. Все они сводятся, собственно, к одному самому главному. Это стоимость этого станка. И к одному такому имховому. Это маленькая точка на колесике регулировки, потому что не всегда, особенно у людей со слабым зрением, вот как у меня, к примеру. Ну, как слабым, я вблизи-то хреново вижу, а вот далеко у меня все нормально. Так вот, вблизи как раз и приходится смотреть на эту точку, приходится прилагать усилия, чтобы ее разглядеть. Но это все фигня. В очках это все легко и просто. Rockwell. Историю Rockwell мы с вами тоже разбирали уже не раз и не два. Если свести ее, допустим, отрицательные стороны и положительные, то отрицательные стороны здесь с моей точки зрения следующие. Первое, это, конечно же, не совсем адекватная комплектация при продаже. То есть тут маркетингом прям так густо намазано, который, ну, его не заметить нереально. Что я имею в виду? Те плиты, которые идут в комплекте, по большому счету, с 1 по 3 практически не востребованы. А вот 4, 5, 6 это как раз то, что в принципе людям-то и необходимо. Ну, ввиду сложившейся особенностей щетины, кожи, в основном вот на этих позициях люди и используют этот станок. Но приходится платить за весь набор, а плиты в принципе не дешевые. Есть и облегченная версия, это 2S, но там, к сожалению, только 1 и 3 плита. И те люди, которые любят агрессивность побольше, они, увы, проходят мимо. То есть им ничего не улыбается. Приходится брать только вот эту вот 3 плиту. Прошу прощения за шкряп на улице. Там какая-то неугомонная душа решила порядок навести. Плюс ко всему, в первых выпусках было достаточно много проблем и с качеством, и с геометрией, и с вылетом лезвия. В первом, втором выпуске это все поправили, убрали. И сейчас, на сегодняшний момент, 6S, ну вот лично для меня, это достаточно качественное изделие и хорошо сделано. Правда, с немаленькой ценой. Ручка великолепна, она мне нравится. Насечка здесь тоже прекрасна, здесь тоже все хорошо. Резьба. У меня с резьбой проблем не было, в отличие от 6C. На 6C у ребят очень часто наблюдается слизывание резьбы. Да вот, пожалуй, что и все. Это основные. Так, индивидуально. У кого-то где-то что-то, может быть, еще что-то выскакивает. Если, ребята, есть что-то такое, в комментариях под видео, будь ласка, отпишите, пожалуйста. То лезвие-то у нас сегодня будет неординарное. Какое? Наконец-то я решил попробовать лезвие от Турмоса, которое ему прислали с Германии. А в Германии клятвенно говорят, заверяют и бьют пяткой в грудь, что у них поставка была напрямую из Японии. То есть тот человек, который приобрел эти лезвия, он в Японии их покупал, а потом привез в Германию, а потом Урмас получил из Германии. Вот такая примерно у них история. 10 штук в пачечке, несмотря на черный цвет. Коробочка выглядит вот так вот. Ну, в принципе-то все как обычно, за исключением того, что необычная картинка и иероглифы. Сами лезвия. Давайте посмотрим, может быть, здесь какие-то отличия есть. Да нет, здесь все по-английски.
Made in Japan. Сделано в Японии. Ну, я что-то не вижу ничего. В принципе, все как обычно. Давайте, наверное, сразу же поставим ее. Так, а зачем шестой-то? Мы сегодня что, кому хотим доказать? Давайте, наверное, поставим четвертую. У кого еще не было Rockwell, напоминаю, та агрессивность, которую вы хотите получить, должна быть снизу крышки. Если вы таким вот макаром будете делать, то вы будете сразу же понимать, на какой агрессивности вы бреетесь. Четверка внизу, значит, у нас сейчас стоит четвертая позиция. Резьба работает замурчательно. Вылет лезвия. У меня с этим все в порядке, все хорошо. Вот. Ну а с Рексом давайте точно так же поставим и на него. Сам для себя пришел к следующему способу. Устанавливаю его сразу же на верхнюю плиту и здесь поджимаю, потому что толщина вот этих вот перемычек, она сделана таким образом, что вы после того, как закроете, раскрутите, лезвие вот так будет поджато. А дабы этого не делать механическим способом, ну в смысле самим станком, я это делаю пальцами, и после этого закручивается уже гораздо легче. Напоминаю, все равно, как вы поставите крышку, она станет в любом случае правильно. Ну раз уж там четверка, давайте, наверное, и здесь четверку также поставим, да? Вот. Вот такие у нас зазоры. На всякий случай я прихвачу еще с собой шестерочку и пятерочку. А там по ходу пьесы уже посмотрим, что, куда и как. Чем же мы будем бриться сегодня? Вся линейка косметики у нас сегодня будет представлена Алексеем Беленя, город Надым. Он нам прислал пробничек Автошеева и крем Кливен, который у нас с вами уже был на обзоре. А почему он, собственно, здесь? Да потому что Алексей сам для себя придумал такую интересную штуку, когда он брился этим кремом. Ему захотелось прохлады. Он пошел в аптеку, взял мяту, добавил туда, и ему стало хорошо. Точно таким же макаром он добавляет туда другие запахи, берет ароматические масла и капает сколько ему там надо. У него получается на 1 сантиметр 2 капли. Ну вот он прислал такую штуку, говорит, вот, Вадим, если интересно, попробуй. Я не совсем понимаю. Кстати, крышечка была уничтожена, как-то потерялась она, и вот только на резьбе все крепится, здесь он пленочку поклал. Я не совсем понимаю, то ли внутри там уже готовый крем, Алексей его намешал и туда запихал, то ли он предлагает нам это сделать. Вот это вот я что-то в переписке не уточнил. Ну вот как вот он есть, так его сегодня и запустим, в надежде, что все-таки он уже там готовый, Алексей его намешал и туда его запузырил. Сами по себе вы этот крем можете вполне себе приобрести в большинстве магазинов сетевых, Ашан, Окей, и же с ними, то есть он частенько там попадается, да и в других тоже его полно, с этим проблем никаких нет. Автошейв. Сейчас я вам его покажу, этикетку, чего тут Алексей написал. Вы-то сейчас на экране хорошо разглядите, а мне-то не очень так хорошо видно. Вот вижу там Тримантина, Автошейв, Black Milk, черное молоко, что-то H, Зеппер, что-то вот что-то там вот такое вот. Бергамот. Ну вот сегодня вот такой пизырявочкой мы с вами и побалуемся благодаря Алексею. А помазок у нас сегодня будет цветик, шестицветик. Нет здесь 7 цветов, но на радугу это все-таки чуточку похоже. Безвинно обвиненный, с моей точки зрения, я там что-то пытался ему приписать, пацаны в комментариях вышли, говорят, ни один цвет гондурасам не отдадим, так что отвалите, ребята, все наше, включая голубой. И я поддерживаю эту точку зрения, не надо никому ничего отдавать, это нам самим пригодится. Что же он из себя представляет? Это не помазок, ребята, это какой-то бомбический хил, потому что длина ручки получается 77 мм, а высота узла 58.
То есть понимаете, что рычаг здесь превалирует над высотой узла. Плюс ко всему диаметр кисти 26 мм. Здесь он распушается до полновесных 31 мм. Это синтетика, но синтетика выкрашена, посмотрите, как интересно. И прям интересный. Я в нем подозреваю, что это будет плотненький, сбитенький за счет того, что вот у него такой вот геометрический баланс в строении, то есть достаточно широкий узел 26 мм, небольшая высота, хорошая ручка. И я думаю, что он должен и массировать, и хорошо сбивать пену, и должен показать себя во всей красе. Так ли это на самом деле, узнаем скоро. И по поводу ручки. Под предыдущим видео прозвучало мнение, что там яки якобы со смолы что-то делают. Парни вышли, развенчали, говорят, да, говорит, забей, это акрил, потому что смолы невыгодно. Я готов поддержать версию акрила, потому что на смолу парни это, во-первых, не похоже, во-вторых, по весу. Но это не эбоксидка, это породистый, хорошо сделанный акрил. То есть, ну, это прям видно. Вот это очень сильно похож на весь тот акрил, который я видел до селя. Ничем таким не отличается. На смолу? Да нет, на смолу это вообще никак не похоже. Вот, смотрите. Акрил, стопудово акрил. Ну и плюс ко всему, хотел еще вам показать сегодня еще одну маленькую штучку. Это одеколон от Прораза, который нам представила опасная бритва РФ. Называется он Wood and Space, то есть дерево и специи. Я его уже пробовал, мнение составил. Сегодняшнее видео имеет целью просто закрепить мое мнение, которое является только моим, ребята, больше ничьим. Я не говорю, что этот продукт такой и есть. Я говорю, как я почувствовал этот продукт. Вот об этом сегодня и хочу вам рассказать. Качество упаковки, как и у всех одеколонов, в принципе, у Прораза это замечательно. Тут все хорошо, все нормально. Сам баллон тоже сделан достаточно качественно, хорошо. Стекляшка такая, знаете, ну, расхожая. Ничего вычурного, но опять же на дешевку не похоже. Вся необходимая информация, которую компания сочла нужным разместить. Дозатор пшикалка. Вот этот колпачок держится хорошо, одевается тоже нормально. Снимаете, нажимаете и получаете по мусалам. То есть, ну, все в порядке, все хорошо. Работает, зашибись. Ну все, пошли бриться. Давненько Кливлина у меня не было. Сколько? Наверное, больше года, да? Ну давно уже, давно. Но вот сейчас благодаря Алексею и попробуем. Уж не знаю, намешал он там что или нет. Судя по запаху, что-то есть маленько. Хотя, впрочем, могу и ошибаться, потому что у меня этого крема уже давно не было. Ну, давайте разбираться по ходу пьесы. Сейчас я его немного нанесу, пускай он пришейвом поработает. Так, чуть-чуть, вот так, 5 миллиметров маленько. Я уже не помню его запах. Но и баллон вкуснее был. А сейчас уже такой, знаете, размытый и мыльно-хозяйственный, что ли. Вот какой-то такой запах стал появляться. Так, ну ладно. Пока у нас эта фигня все работает, по сути нам и заняться-то нечем, потому что если у нас будет крем, сейчас мы берем, мочим помазок и сразу на лицо. Поэтому предлагаю следующий вариант сделать. Давайте, наверное, вот сейчас это кушает, сейчас сверху компресс забабашу и пускай, короче, в кучу все свалим. Вы знаете, ну, я вам уже говорил, когда на компрессе частенько в голову всякие мысли лезут. И, как правило, на ту тему, которая под носом. То есть у меня получается, я вот как умострячился на компресс, вот что под носом, вот на ту тему и думаю. Я сейчас поделюсь одной мыслью, которая пробежала, насколько это так или не так, вы уж там сами разбираетесь, но мне пришло в голову. Zarex в этот раз, хотя он был правее, но все-таки по курсу прямо был Rockwell 6S. Zarex не думал, а вот за 6S. Пришла в голову его универсальность, намочил помазок. То, что он очень многим заходит ввиду своей конструкции такой интересной. И что по сути он очень часто бреет как кассетник. Так-то разобраться. Ну и тут в голову пришла мысль. Есть же поговорка, всем давать сломается кровать. А тут, видите, и нашим, и вашим,
Да и как бы и получается у станка. Может, ввиду вот этой, скажем так, универсальности, некоторым товарищам, которые вот поборники агрессивности, которые, знаете, ищут какую-то изюминку вот такую вот в бритье, может быть, поэтому он и не нравится. Потому что уж он какой-то, ну, не аморфный, он какой-то, знаете, двуликий Янус, Янус тоже не подходит. Он многоликий. То есть вот спустя какое-то время только начинаешь в нем разбираться, хотя вот он в принципе-то всеядный, но должно пройти какое-то время, прежде чем люди начинают определяться, что вот это лезвие на нем лучше заходит, а вот это вот хуже. А по большому счету он бреет всеми лезвиями. У него нет такой картины, как на некоторых других станках, что если не то лезвие, то все, бритья у тебя не будет. Нет. Просто нужно время, чтобы распознать свои лучшие. То есть вот как ни крути, все-таки у него не только отрицательные качества, у него и положительные тоже есть. Так, пока я с вами тут разговаривал, вода уже вся выкопала. Ну сколько? Ну 2 сантиметра для начала, там посмотрим. Еще раз намочу чуть-чуть. Вы знаете, как бы, ого. Короче, если коротко, первое впечатление такое. Стержень, да, есть, он такой же, как на предыдущем, с янтарной ручкой, вот этот вот красивенький, но он не такой ярко выраженный, он чуть-чуть края сглаживает, легче выходить на объем, но при всем при том, когда ты выходишь на объем, он стержень свой не теряет. Вот такая какая-то неказистость. Но у яков это точно так же, я еще не встречал. Вот интересно, сейчас посмотрим, что дальше будет. Нет, на объем он лучше выходит. И начинает уже, нет, стержень опять показывает, чтоб тебя мухи съели. Дразнится. Тынь-тынь-тынь-тынь, вот что-то такое. Ну, пока хорошо. Водички. Нет, стержень превалирует. Чуть-чуть расслабишься, он пум свой пестик и выставляет. Нормально. Так, ну давайте с чего? С Рекса, наверное, начнем. Так, 4. Да, 4. Хорош, реально хорош. Так, ну а ты что могешь? Такое ощущение, что на 2 или на 3 на Рексе прошел. Ну, короче, кассетник, реально кассетник. Так, давайте второй проход. Мочим лицо, а то у нас тут все загустело уже. Кливен так, свежестью отдает. Нравится запах.
такой приятный. Ну вот, кстати, к нашему разговору. Если просто бриться, Алекса возьмите, Александра, Алексем. Ну просто дав крем мыло. А что еще надо? Человеку хорошо. Кливен. Да вы посмотрите, сколько он стоит. Там сколько? 60, 70, 80 рублей, ну что-то типа такого. Да вообще ни о чем. До 100 рублей точно. Но по большому счету-то его хватит. Ого, насколько. Так, раз пошла такая пьянка, я сейчас, наверное, попробую его на трешечку загнать. Так, я уже приноровился. Вначале ищу эту пупырышку, а потом уже просто беру ее, зажимаю, и станок тык, так подгоняешь, и все ясно и понятно. Так, ну а здесь что мы с тобой сделаем, дорогой товарищ? Мы сейчас четверку, наверное, поменяем. Что у нас там следующее? Двойка, что ли? Ну так-то разобраться, наверное, все-таки было бы тоже троечку поставить. Давайте, наверное, тройку поставим. Ну вот наша троечка. Так, единица, тройку сюда. Ну так, чтобы уже по чесноку. Там тройка, здесь тройка, что? Так, видно, не видно? Чуть-чуть взбодрим, а то там уже подсохло. Ну да, пена подсыхает маленечко, чуть-чуть она там даже просела. Ну, в конце концов, за 60 рублей никто не обещал манны небесной. Сколько бы я не вытягивал, чтобы это место тогда после прогресса зажило. Видать, по старой ране-то он еще пробежался, там опять все разбарабанило нафиг. Ну что, 5 дней не бриться, что ли? 3 мало. Ладно, разберемся. Ну и последний, третий проход. Ух. Ну а по мозке-то я уже в принципе-то свое мнение составил. Так, если здесь я сейчас захочу, я, например, даже могу еще и на двоечку поставить, да? Да, вот так, я хочу. Поставлю на двоечку. На Роквелле. А что я могу? Да, у меня там двоечка тоже есть. Сейчас все сделаем. Угу. Начиная с двойки уже все-таки приходится ближе к плите переходить, к верхней. И уже от верхней плиты что-то делать, чтобы он там что-то цеплял и последнюю поросль начинал выводить.
Ну и тут тройку мы меняем на двойку. От верхней гарды, от верхней плиты не надо. Как шел, так и идет. Ребят, ну рексом я лучше выбрался. Я вот здесь вот, ну скажем так, вот здесь на 75% меньше чувствуется того, что надо убрать, чем здесь. Вот здесь на 75% больше. И по этому месту хорошо чувствуется. И здесь то же самое. Если бы я хотел хорошо побриться Роквеллом, я бы не стал вот эту чехарду устраивать с плитами 4-3-2. Ну, максимум на троечке бы остался. А скорее всего от начала до конца просто, ну в смысле 4-3. 99%, что так бы на четверке остался, на четверке бы все прогнал. Мне кажется, так было бы даже лучше. Хотя, что? А давайте мы сейчас так и сделаем. Я на четверку просто поставлю. Вот 2-4, да? Да, 2-4. Ну и все, сейчас на подбривку и пойдем. Так, раз уж я здесь так выпендрился, давайте, наверное, и здесь тоже выгоню на троечку. Да, на троечку, пускай будет на тройке. Неугомонный ребенок. Ребят, посмотрите, как он шикарно, вальяжно свою тушку брюшка демонстрирует. Он. И причмок причем, смотрите, вот. Будешь висеть? Нет, покажи про нем. О. Ну висеть не хочет, ручка тяжелая, он все-таки 119 грамм весит. А причмок, ну не можете не слышать. Так вот этот засос, он меня так коллаборации устраивает. Но я толерантно так отношусь к таким засосам. Хорош. Ну вот. Ну давайте уже и подбреемся. Сразу от нижней гарды начал работать. А на второй от верхней только. Четверка. Никаких ни двоек, ни троек, вообще нафиг ничего не надо было. Вот исходя из моего баланса шкурка и щетина, вот четверка, я бы вот все прошел и горя бы не знал. Ну вот. Вот теперь вот это вот несколько сопоставимо. Тут еще, да, тут еще осталось, но все-таки эти 75 мы смогли, ну, процентов там, я не знаю, до 15 уменьшить где-то. Ну, то есть вот здесь вот сейчас где-то еще 15 бонусом к этому, то есть здесь вот на 15% меньше. Вот на этом уже можно останавливаться и сказать, ну, сейчас секундочку, ребята, еще не совсем останавливаться. Я косяки, которые второй плитой наворочил, поубираю сейчас нафиг. Во,
Вот дело. Ну, что теперь? Все теперь. Теперь компресс, автошейв и в путь. Ух, хорошо. А сейчас, пока сидел на компрессе, в голову пришла такая мысль, что всерьез сегодняшнее видео, сегодняшнее сравнение можно было бы принимать в одном единственном случае, если бы Rex Ambassador стоил хотя бы 150 баксов. Вот тогда этот обзор имел бы под собой какие-то реальные основания. А так вы просто попросили, я сделал. Все-таки 100, 120 и 250, ну, гусь свинья, не товарищ, но это по ценнику. Но, ой, блин, опять, смотрите, шею разнес. Все-таки надо ей дать зажить, и агрессивным больше туда пока не лезть. Ладно, разберемся. Ну и давайте попробуем термантина, да? Бергамот. Ну а как еще только так? Какой-то, знаете, крем-ликер, какой-то алкогольный мусс, что-то вот такое. Сейчас попробуем. Ух, какой он прям. Знаете, вот удивлен, что он коричневого цвета. Это не цвет детской неожиданности. Вот ему тут яркости и желтизны чуть-чуть не хватает. Вот если добавить, то вот стопудово было бы детские какашки. Извиняюсь за мой французский, но цвет сами видели какой, да? Что я врать буду. То есть на обычный автошейф это несколько не похоже. А вот заменить этот цвет на белый, можно было бы спокойно сказать молочко. То есть косметическое молочко, что-то вот такое. Что тут с цветом не так, что им в голову ударило вот так вот представить свой продукт, ребята, это я не знаю. Но пробовать все равно буду. Ух ты, оперный театр, это... В половину меньше надо было брать его. Потому что чувствую, что тут еще на 3 хохотальника бы хватило, чтобы вот это все убрать. Куда столько, вообще непонятно. Но это пробный забег был, пробный замес, так что что уже понять, простить. Но больше бы так вот так надо пальцем тыкнуть и тынь, и так, тем более по влажному-то лицу. Ладно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Бергамот есть. Плюс ко всему, еще какие-то травки там тоже. Ой-ой-ой. Это сложный. Чуть, может быть, даже вот как бы еще не на полноценную парфюмерную композицию тянущий. Головой идет бергамот. Хотя, насколько мне известно, он вообще должен быть в сердце. Понимаете, древесное тоже что-то есть, но оно разбавлено травянистым. Не той травянистостью, которую все терпеть ненавидят из-за лимонограсса, как он пацаны писали, плюнь куда-нибудь и в лимонграсс попадешь. Нет, а другое. И не травянистость свежескошенной травы. Знаете, что-то такое, ух ты, ребят, понятно, что он такой коричневый. Он руки сейчас иди разлепи, все слепило, вот настолько все. Но на лице соответствующе тоже. Вот так сейчас споткнусь, упаду на зеркало, спущу и вниз, даже не покачусь, я прилипну. Ну, я не знаю, чтобы вы понимали, о чем. Вот видите, это не тепло, это вот все. Но это из-за моего... Слишком много я капнул, надо было меньше. Во много-много-много раз. Ну, вынужден за это сейчас расплатиться. Во-первых, этого продукта слишком дофига, чем надо. Я думаю, что раза в 3-4 больше, чем нужно. Естественно, ему куда-то нужно деться. Вот сейчас он все и будет впитываться. Но не смывать же, в конце концов, годный продукт. Так, сейчас я эту лепешку уберу, чтобы она вам тут глаз не мозолила. Ну вот, так лучше. Я тебя вижу. Ребята, мне кажется, это... продукт на любителя, зимний. Летом такой на себя наносить, но это где лето? Это
Так, откуда у нас Леха? С севера поди? Ну, тогда понятно, что. Там все, наверное, с такими штуками ходят. У вас лето сколько? Месяц, полтора в году. То есть вот это вот для югов-то вообще никак. Для теплой погоды, но это вы сами себя просто поедом будете есть. Нафиг я его нанес. То есть у вас все из-под него вот на зиму, да. Это, считай, вы еще одну шкурку, как перчатку на лицо одели. То есть это будет просто великолепно кошерно. Но не для теплой погоды. По запаху коричневые, древесные тона есть, но они все-таки по цвету вытягивают не на кору дерева, а на саму древесину. Что-то вот такое древесное, не коренистое. Плюс ко всему вот сам бергамот есть, плюс ко всему еще что-то вот зеленым так прям отдает. Но травка какая-то не наша, но вот что-то такое вот желтым, вот что-то вот есть такое. В общем и целом это не та композиция, а парфюм, который вы хотели бы иметь. Мне кажется, для этого он слишком какой-то такой размыто неопределенный. А вот как если для автошейва, то вполне себе интересно. Это не тот запах, который будет на 1,5-2 метра от вас отлетать, и женщины, заинтересованный взгляд, проходя мимо, на вас бросать будут. Нет. Но для самого себя любимого, так знаете, так подпитать свое внутреннее вот это альтер-эго, типа там, ты чё, ты, блин, хотел, ну вот Надя, ну чё скажешь? Только скажи мне сейчас что-нибудь, вот специально для тебя брал, ну-ка, если тебя пошлют в ответ, ну это будет неправильно, потому что запах такой, нормальный. Ну вот, пленка уже в половину уменьшилась. Но это не звонкий, не спортивный, не голубой никакой, не воздушный. Это не праздник, это, знаете, умиротворяющая природа какая-то на склоне лета, ближе к осени, что-то вот типа такого. Не папоротник, нет, не папоротник. Ну что-то, понимаете, вот не оставляет ощущение, что как вот это вот не splash lotion, то есть он не прозрачный, не жидкий, а вот как эмульсия, так и с запахом, как будто поволоку мороку на него какую-то напустили. Он мог бы быть вполне себе ярким, звонким, и хрен бы ты от него отцепился, он бы тебе в ноды и так бы влез, он бы тебя раздирал изнутри, кричал: вот какой я. Но такое ощущение, что, знаете, вот кто как на зеркало пришел, дыхнул, поволока вот такая есть, так и на этот запах кто-то дыхнул, и вот есть какая-то муть, туман, который вот разодрать бы, залезть бы за него, так вот, как шторку сдернуть, вот чтобы с этим запахом разобраться. А нет, не получается, они идут в комплекте. То есть вот взял запах, на тебе поволоку отдельно, тырц, вот иди разбирайся. То есть вот приглушенный какой-то, замутненный, затуманенный, какой-то вот замороченный, он вот что-то вот такое. А сам по себе вроде бы интересный. Вот. Ну, пленки еще меньше стало. Помазок. Ребята, я его раскусил. Это... Где этот коричневый? Отнес уже. Это переходное звено между всей продукцией Яков и тем медово-руким, янтарно-руким. Потому что тот янтарный, он единственный со стержнем вот такого диаметра. Там вот, мне кажется, он сам 22 диаметра. Вот и стержень у него такой 22 диаметра. А этот и нашим, и вашим. То есть вот он и от стержня довольно прилично-то имеет, потому что по факту-то он здесь есть. И ввиду того, что у него размер-то нехилый, 26-й, он не стесняется его как-то демонстрировать. Чуть расслабишься, и он его тырц и выставил. И в то же самое время это не настолько мощный, массивный стержень, как вот на том янтарном, потому что и с этим легче договариваться, он легче переходит на объем, и он не дает конкретно очерченные края, как медово-рукий, а здесь он края скрадывает. И то есть определенная ретушь у него по периметру все-таки идет, и он выходит на объем, минуя вот ту стадию, которую четко фиксирует медово-рукий. Вот что-то вот в нем такое есть. Все же остальные помазки от Яки, они сразу же просто безапелляционно выходят на объем, объемом и работают. А этот между общей массой и медово-руким посередине поставить можно, и вы ни капли не ошибетесь. Единственное, смотрите, конечно же, на цвет. Это не радуга. Это 6 цветов. У радуги, по-моему, 7, да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну, точно, 8, 7, шучу. Но, тем не менее, расцветка такая, знаете, достаточно игривая и нетривиальная.
Ну, взрослых мужиков с такой ручкой я с трудом себе представляю. А молодежь там до 35, ну а почему бы и нет? Такой на полочку поставил, да и все, и вот как-то прям и хорошо. Но это по расцветке. Качество, что за него говорить, оно у Яки в ручках особенно, оно стабильно. Так как, впрочем, уже и в узлах. А вот что до узла, с узлом тут очень интересно. Понравился, я уже работу рассказал, а вот цвет мне его понравился. Такая, знаете, гнедая кобылка такая прям. Вот увидите где-то это на картинке, заранее не читая надпись, в которой будет написано, что это синтетика, так ты ж с лошадью его перепутаешь и будешь прав, потому что по цвету похоже очень. Это просто, вот я смотрю на него, вот сделали бы его однотонно-коричневый, да? Ну чё, ну такая синтетика, ну чё, ну все. А нет, здесь же смотрите, как интересно, разноцветные. Тут вот я сейчас вот так вот своим вот послеповатым взглядом на короткой дистанции спринтера, я вижу здесь ну где-то ну 3-4-5 минимум. И вот эта вот смесь, которая создает, она реально, вот ты смотришь, как вот как грива молодой кобылицы огненной. Софочка, иди, ты у меня в рыжем лучше разбираешься. Ты где? А, сейчас будет она на месте сидеть, ускакала уже. Вот, интересно, парни, если в Медоворуком я как бы не мог вам рекомендовать, потому что, ну, это не мое. Мне такие не нравятся. А вот этот я бы прям мог, потому что мне он как-то понравился. Понравился ухватистостью ручки и работой узла. Потому что здесь вот, понимаете, вот у меня лицо средней конфигурации, то есть харизма не очень большая. А вот как он мне все вот это вот накрывал и как там распределял и массировал, мне понравилось. Козе понятно, что это не кабан. И понятно, что это не барсук. Но это очень-очень-очень неплохая синтетика. Прям молодцы. Хорошая. Ну что у нас еще осталось? Ну зафизер, который Урмас прислал прям с Японии. Но в этих станках, да я бы не сказал, чтобы они как-то отличались от того, что я раньше брал. Но сам факт, что есть какая-то еще другая упаковка, конечно, радует. И очень интересно, что японцы, по сути, что сами хавают, то и нам отсылают. То есть, мне кажется, это те же самые лезвия, просто несколько иная упаковка. Молодцы японцы, так и держать. Если бы все страны так делали, что для себя делают, то всем остальным, тогда бы им честь и хвала была бы. Одеколон, наверное, чуть-чуть попозже. Станки. Но я уже говорил, про мощное сравнение было бы, опусти Роквелл баксов до Рекс баксов до 150. Но вот в этом положении можно сказать, что, конечно же, побриться отлично можно и тем станком. На сегодняшний момент Рекс меня выбрал лучше. Почему что? Ну, потому что я вот в конве сравнений переходил на те плиты, которые не свойственны для меня вовсе. То есть третья, вторая, это для меня как по звезде прихлопкой. То есть ну, это ни о чем совсем. Для меня это 4, 5, 6. Так-то разобраться. Но кто-то скажет, а кто тебе мешал? А вообще 6, 5, 4 сделать, и было бы тебе счастье. Может быть. Но не забывайте, какое лезвие было. Все-таки Рекс на 6, да еще и с фезером из Японии. Я таки жить хочу. Ну, если недолго, то хотя бы красиво. А вот тебе и было бы недолго, но красиво, кто-то скажет. Да, может быть. Но чуточку дольше хотелось бы все-таки. Я еще чувствую в себе силу. Не все рассказал, что хочу. Поэтому вот как-то так и получилось. Будь другое лезвие, можно было бы 4, 5 и 6 бы зарядить. Да. Два хороших станка. Один с конской ценой, другой тоже с конской ценой. У каждого по своим причинам. Если Рекс с конской ценой, тут работа маркетинга, то Роквелл с конской ценой и тоже работа маркетинга, но тут искусственно накрученная, потому что ему вдобавок запендюрили две плиты, которые можно было бы, допустим, пустить по общеизвестному сценарию. Тебе надо? Иди купи. Вот сделай, допустим, одну плиту там, ну, 20 баксов, да? Вот одна 20, другая бац, 40, 120 минус 40, чего? 80. Так вот, здравствуй, брат Коля, так его многие узнали бы по миру. Его и брали бы, возможно, пободрее. Но у компании другие взгляды, другие виды. Поэтому вот как есть, так есть. Я бы не стал их как-то, знаете, так сильно сравнивать, потому что, ну, Рекс для меня все равно пока не победим.
По качеству, как он бреет. Это трудно объяснить, но это тот станок, который в зависимости от изменения агрессивности, он не теряет свой шик, свой лоск, свой бархат при работе. То есть вот сейчас стояло лезвие другое, он все равно бархат унес. Кто-то скажет, ну а что ты нам тут про бархат заливаешь? Ты вот посмотри, как их хохотальник разнесло. Да, 4-я позиция, потому что, во-первых, накануне 3-го дня с прогрессом там поскакал, порезвился, не все зажило, а я тут еще на максимально остром лезвии, еще на 4-й позиции, так что вот это моя голова не подумала. Надо было моей голове что-то какое-то другое лезвие ставить. Но я с ней потом разберусь, сейчас что-то как-то это действительно не обдумал. Я думал, зажило уже, а нет, не зажило нифига. Поэтому пока мои полюции, господи, амбиции, пожелания на стороне Рекса. Объективно понимаю, что если бы маркетинг пересмотрел бы все это, тут, как я говорил, 2 плиты убрали, по 80 баксов сделали, тут по 150, и вот если тогда сравнивать, то я бы, наверное, тогда все равно остался на стороне Рекса, пускай и за 150 баксов, потому что, ну, во-первых, все-таки шик при бритье, он никуда не делся, несмотря на то, что он дешевле стал. А во-вторых, удобство. Здесь с плитами ты играешься, да, а тут пымс, крутанул и пошел дальше. Ну и внешне, по эстетике, вот знаете, на какой-то может быть 1%. Ну, может даже на 0,5%, может на 0,75, на 0,5%. Вот этот чуть-чуть вырывается вперед. Хотя тут просто бомбическая сила также. Потому что здесь придраться практически не с чем. Он настолько эргономически зализан, настолько сделан, что его заразу из рук выпускать не хочется. Впрочем, как и этот. Вот иди тут разберись. Понятно, что это имховая составляющая, но вот если мерить на себя любимого, для меня сейчас вот это так. Здесь ручка более такая, чуть-чуть сглаженная. В работе, хоть с пеной, хоть с водой, пофигу. Здесь тоже пофигу, но здесь чуточку я больше чувствую эту насечку. Она, наверное, самую малость, самый децл заостренная. И точно так же удобно и хорошо. По развесовке, по балансу оба станка великолепны, оба прекрасны. Так что тут трудно сказать. Если подводить черту, я бы просто сказал, победила дружба. Потому что у Рекса, если есть какой-то перевес, ну, скажем так, он объективно незначительный. То есть, ну, скажем так, ну, в 250-120, ну что. По качеству бритья, ну, он может быть на 15-20% получше, чем вот этот. Ну и о чем тут тогда говорить-то? Так что дружба, но пасараны и все такое. Ну, вещь. Прораза. Прораза с громким названием одеколон Wood and Spice. Дерево и специи. Я сейчас могу себе этого позволить, потому что любимой сейчас нет дома. А так бы Лариска бы расстроилась, потому что первый раз, когда я испытывал с ней вот этот вот запах, она вот, ну я сам виноват, я по связочку подошел, вот только его нанес и буквально первые 5 минут подошел, она меня аж прям на стенку откинула. Говорит, а это что такое? Она его определенно занесла старперский, для нее он очень тяжелый, впрочем, как и для меня, и это не то, о чем она мечтает. У нас с ней в фаворе несколько другие запахи, более легкие, более такие энергичные, более подвижные. Этот же какой-то тяжело-коричнево, такой, знаете, смоляной, не черный, но смоляной, ближе что-то к янтарю, причем янтарю тысячелетнему, который уже пропитался временем настолько, что вот у него даже коричневый уже начинает переходить в непрозрачность, что-то вот такое. Возьми вот этот одеколон, к примеру, и нанеси, и дай ей понюхать, там, может быть, через час. Вот это уже легче. Возьми этот одеколон, разбавь его в половину чем-то там, чем можно разбавить. Вот это уже было бы легче. Но та концентрация, которую итальянцы вбили сюда, что для Лариски, что для меня, она непомерно тяжелая. То есть вот этот одеколон мы с Лариской переваривать не можем. Он для нас слишком мощный, слишком тяжелый, слишком концентрированный. Вот как-то так. Для любителей чего-то массивно, непрекословно, такого монументального, дремучее,
но мха здесь нет. Дремучее такого. Но знаете, вот специями как таковыми тоже не отдает. Здесь нет традиционной Индии с ее ароматами. Здесь нет Ближнего Востока с их пышностью. Здесь специи я вообще как таковых не вижу. Вот почему вот здесь написали wood и spice. Ну, wood, да, здесь чувствуется. А вот spice, возможно, сандал какой-то в виду. Почему-то я сандал чувствую. Знаете, вот не ярко выраженный сандал, как идет, вот, допустим, у Диар Харрисов или еще что-то. А тот сандал, вот вы на юга, допустим, приехали, и вам где-то посчастливилось приготовленную деревяшку сандала найти, и вы его понюхали, там, знаете, вот такой пронзительный, какой-то увековеченный временем запах, ничем не повторимый вот этого сандала. Вот здесь вот эту почему-то нотку чувствую. Как она туда попала, я вообще не пойму. Вообще, есть ли она там, может, только мне причудилась. Но я ее здесь чувствую. И вот она как-то маленько разнообразит картину. Мощный, скорее всего, кому-то уйдет, потому что в своем парке я его не оставлю. Я бы сам его, возможно, бы гонял, но для этого мне пришлось бы его разбавить. А портить вещь, что-то как-то, знаете, не очень-то хочется, поэтому, ну, не мое. Ну и огромное спасибо, конечно же, опасной бритве РФ за то, что дали возможность попробовать сие чудо, вам рассказать. Ну и теперь я знаю, какие бывают тяжелые, деревянные вот эти вот запахи. Причем они настолько ярко выражены, настолько они прямо, вот, знаете, вот как буква, вырезанная в дереве. Вот ее не пропустишь, ты ее и видишь, и рукой проведешь, чувствуешь. Вот здесь такой же запах, он какой-то, знаете, монументально очерченный, прям конкретный. То есть пришел, все, я здесь. И ты хоть куда, ты хоть закрывайся, ты хоть затыкайся, там ничего не вижу, ничего, ты все увидишь, все услышишь, все будет. То есть пробивает на раз. Вот такой вот. Ну, пожалуй, что и все. Очередной раз спасибо моему талисману, камешку Мюллевскому от опасной бритвы РФ. Ну, а с вами... кстати, Леха, тебе спасибо большое за то, что вот дал вот эти вот штуки на показать, на попробовать. Ну, а вам всем, ребята, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И самое главное, надеяться на лучшее, верить в лучшее. А чтобы лучшее было как можно чаще в вашем доме, вы о нем не забывайте. Вот, например, вот так вот сам себе вот сейчас возьми и ответь. Ты когда последний раз мой супчик с яблоками делал? Вообще не делал. Я так и знал. А я этот суп сделал 3-го дня и обнаружил массу положительного, что если этот суп делать хотя бы раз в месяц, то выясняется очень много подробностей. Во-первых, когда ты курочку с луком поджариваешь, не надо ставить на мощный огонь, среднего вполне достаточно. Во-вторых, этот суп обладает кумулятивным эффектом накопления, точно так же, как и наш всеми любимый борщ. В первый день он хорош, во второй он еще лучше, в третий это просто бомбически, а в четвертый ты бегаешь, блин, дайте мне еще хочу, а уже нету, уже все скушали. Ссылочку я оставлю в конце этого видео. Кто еще не делал, ребята, блин, сделайте, не пожалейте. Только зеленые яблоки с кислинкой семеринка. Это лучший выбор. Если вдруг решите шлангануть и взять какие-то свои домашние, или там какие-то красные, или еще что-то, за результат я не отвечаю. Там будет совсем другой вкус. А вот если зелененькие, кисло-сладенькие, за результат, парни, тогда я отвечаю. Тогда вам всем крышка. Ваша любимая вас порвет на фантики, скажет, так я ваша навеки, сделай мне еще хорошо. И вы будете это делать, ну, хотя бы раз в месяц. Ну все, пока-пока. Не, ну в смысле, супчик, я про это. Давайте, все, до новых встреч. Пока-пока.